прикольно, смотри, показывает 0 миль, хотя зеленая полная. Да чувак сделал нам медвежью услугу, взял захлопнул дверь, когда у нас, естественно, нет ключей. Главное, что по рукам не дало. Видно, что его кто-то бил. По балансные провода отвалились, машина сыпет ошибками. Hello, everybody. Опасные ребята здесь, конечно. Затопило антифризом эту ячейку. И там все погнило, стало коротить, и вот тоже сходить с ума. То 2 мили, то 0. Доброе утро! Сегодня у нас важная миссия. Мы едем на аукцион Одесса забирать Теслу, которую мы купили. Что мы знаем об этой машине? Это 13-й год, перформанс-версия, заднемоторная, 85-ка. По-моему, на пружинах. От нее утерян ключ, она закрыта. То есть, как бы забрать ее, в принципе, не очень просто, так как у нас нет какого-нибудь там форклифта своего личного и какого-нибудь большого тоу-трака. На данный момент мы не можем его использовать. Что мы будем делать? Во-первых, я подготовил инструмент на почти все случаи, которые нам могут там представиться. Что мы будем делать? Мы возьмем в аренду юхоловский прицеп на 2 осях, скорее всего, может быть на одной, сейчас еще подумаем, как лучше. И возьмем определенный набор инструментов. Что мне предстоит сделать? Во-первых, мне нужно будет открыть машину. Во-вторых, мне нужно будет ее прикурить, чтобы хотя бы включились компьютеры, и я мог перевести машину в тоу-мод. Если вдруг мне повезет, и машина будет run and drive, просто без ключа, тогда я без ключа активирую рейлон, чтобы машина поехала, и мы просто заедем на трек. Но, скорее всего, так не получится. Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Я приготовил какое-то количество инструмента с легким запасом. То есть это домкрат, джеки, чтобы машину можно было поднять. Потом это разный инструмент. Это бустер, набор для открывания дверей, набор ключей. Это диагностическое оборудование Tesla и ноутбук. Ну и на всякий случай парочку тестеров. Посмотрим, что из этого выйдет. Перед тем, как мы будем забирать Теслу, мы отвезем вот этот вот Saab обратно на Ай-Яй-Яй. Так как с этим Saab'ом нас немножко обманули, с майледжем и с его состоянием. И после долгих с ними припираний все-таки они согласились его забрать, что у аукционов крайне редко, кстати. Мы отдали Сааба. Теперь едем забирать Теслу. Будем узнавать, вывезут нам Теслу или мы сами ее будем забирать. Естественно, на Юхол прицепе нас туда не пустили, поэтому мы берем бустер, берем оборудование, ноутбук, еще кое-что и идем машину открывать и пробовать ее куда-то перемещать. Посмотрим, что из этого выйдет. Идем навстречу приключениям. Так, вот наша машина. Дверь уже для нас кто-то открыл. Дверь для нас уже открыта, и это большой плюс. Что... А видишь, ее уже вот таким образом товали, да. Так, ну окей, будем пробовать ее прикуривать. Какая-то искра есть, значит нагрузочка пошла. Ждем, загрузится ли компьютер или нет. Так, маленький монитор у нас засветился, большой пока нет. Этот монитор не светит. О, этот начал загружаться, это хороший знак. Уже открыто, монитор загрузился. Battery charge level too low. 0 миль. Ха, прикольно, смотри, показывает 0 миль, хотя зеленая полная. Тут, короче, какая-то интересная будет штука. Все ограничено. Смотрим, что у нас тут есть. Есть полочка. Здесь к крючку добирались, отодвигали зарядку. С этой ручкой какие-то проблемы. Может быть, она вышла из строя. Может, концевик не работает. Она когда уходит до конца, здесь концевик, который шлепает. С ручкой какая-то травма. О, радио заработало. Что-то BMS. Да, тут, конечно, всякого много. U008. Короче, тут много всего интересного. Но у нас, не, она, видишь, даже нам нужен вот этот режим тоу-мод. Но без ключа мы его не активируем. Сейчас будем подключать диагностику. Мы пока подключим оборудование. О, у нас перезагрузился центральный дисплей. Не то чтобы это хороший знак. Ждем, пока запустится. Какой-то Вик ездил на ней. Есть. Что мы видим? MS Voltage. Она вроде как и не разряжена. 3.8, смотри. 3.81 везде. А, видишь, сейчас 4. Походу там какая-то проблема. Вот сейчас 5, тут 5. Видишь, в этом модуле. Вот в этом модуле в 7 какая-то проблема. Скачет напряжение. Короче, тут с батарейкой проблема. Поэтому никуда мы не поедем. Ну, хотя бы потолкаем, надеюсь. А у нас тут еще сюрпризик. Так, pin to drive мы не знаем, Glowbox pin тоже не знаем, поэтому пока мы не можем сделать factory reset или делать reset pin to drive, нам нужно подключиться за приборкой. Сейчас пойдем, скорее всего, за инструментами, чтобы приборку подразобрать. Возвращаюсь в машину за инструментами. Сейчас сниму приборную панель, подключусь туда за инструмент кластер. Это должно быть дать нам возможность включить машину, потому что я сбросил ключи, как бы, и по идее, если бы не было pin to drive, то я могу машину двигать, как бы включать тоу-мод и так далее. Но так как там есть еще дополнительная защита у Tesla, такая как pin to drive, мне нужно сделать factory reset или что-то вроде того. Пока, но я не могу это сделать. Ну, я, во всяком случае, не умею. Поэтому я хочу подключиться по LAN. Для этого нужно разобрать немного приборку.
плану вместо инструмент-кластера. У нас есть какое-то соединение. Все, нам доступны эти инструменты. Давай, я буду пробовать Reset Pin to Drive. Мне кажется, тут, может быть, Tegra помирает. Сейчас ждем, пока загрузится. Соединение у нас есть по LAN, у нас все это доступно. Если комп загрузится, то, в принципе, все будет окей. Нет подключения к Wi-Fi, из-за этого я не могу онлайн-функциями воспользоваться в своем диагностическом приборе. Мы решили ее просто выкатить сейчас за пределы аукциона и там спокойненько и дальше заниматься, чтобы не спешить, чтобы никто у нас не стоял над душой. На самом деле все было бы сильно проще, и я обнулил все ключи, и машина должна была включиться. Но там предыдущий владелец установил Pin to Drive, сделать Factory Reset из интернета я не могу, потому что прошивка достаточно новая, и на этой прошивке уже офлайн функции не работают. Такая вот история. Сейчас мы продолжим эксперимент. Все, нашу Теслу вывезли, правда, чувак сделал нам медвежью услугу, взял, захлопнул дверь, когда у нас, естественно, нет ключей. Ну, вот так всегда и происходит. Все, разблокирован. Делаем так же самое второе колесо. Сейчас мы отсоединим вот этот коннектор и сюда будем подавать напряжение. Подключились сюда проводами. Все, колесо разблокировалось. Птичка в клетке. Выдвигаемся в шап. Машина, мне очень нравится этот дизайн. Главное, чтоб меня не забыли. Эй, меня подождите! Привет! Сегодня мы вещаем от Wells Fargo банка, куда мы приехали положить чеки на Сонате. И так случилось, что Соната больше не заводит. Приезжал стартер. Ждем стартер. Сейчас приедет стартер. Стартер приехал, заводился что-то так тяжко. Ну и в итоге все закончилось тем, что надежность закончилась. Да, клиент, кстати, ждет. Клиент ждет. Пьем напиток, ждем Марата. Сейчас приедет Марат, может починить и поедем дальше. Помощь в пути. Сейчас покажем вам, как возле банка можно легко поменять. Двумя способами, как можно поменять стартер. Включаемся дальше. Марат, ты где? Купили добрать сегодня в Боско. Новый шапишу. Решили поменять домкрат пацанам. Видишь, он нам пригодился сегодня. Сейчас будем снимать колесо и будем пробовать завести машину через коленвал. Прокрутим, а вдруг заведется. Потому что неохота на улице стартер менять. Но это не точно. Что-то я мало верю. Прямой стартер не сработает. Мне так кажется. Я не знаю, я такого еще в жизни не видел, но... Главное, чтобы по рукам не дало. Попробуй. Там же трещотка, оно и поедет. Пошли снимать колесо. Давай. Все-таки выгодно быть оператором, да? Слышишь, потом, короче, блин, надо было колпак сразу снять, да? Слышишь, а Марат поехал, походу, через окольными путями. Мы все равно дождемся. Времени у нас много, мы точно никуда не уедем. Александр, что скажете? Да ничего не скажем, ждем Марата. Тут даже дырка есть для этого. Конечно, сейчас проверим, можно ли завести машину. Автомат с кривого стартера. Сейчас посмотрим. А ну-ка. А вы пока что поставьте на паузу и напишите. Как вы думаете, будет такая у нас опция и возможность завести машину кривым стартером через вот этот болт за коленвал? Или же не получится? Добрый вечер, я диспетчер. Помощь приехала. Да, Марат? Да. Будешь нас спасать? Да. Сейчас открываешь, а там как у всех. Там ничего нет. На, включай зажигание. Добрый вечер, включать. Я сейчас попробую так. Да, давай. Будем пробовать. Да, Марат, погоди. Не получится, это не работает. Одна завелась. Так давай дрелью. А есть дрель? Ну есть же. Не хватит сил у него? Держание включено? А знаете что? Ну зато мы знаем, что это не сработает. А что если взять этот, вот такой только большой поехать в магазине? Большой. Отличная идея, но я буду снимать стартером. Мы можем ремонтировать машины везде. Хоть в Wells Fargo, хоть в Best Buy. Ремонт на выезд. Если что, обращайтесь. Кто сломается, пишите нам, будем приезжать ремонтировать на улице. Стартер нас сегодня подвел. Купили новый стартер, сейчас поставим, будет видно. Вот он, новый стартер. Уже пошли болты откручиваться. Еще немножко и стартер уже должен вылезти.
Кстати, стартер мы купили заранее на Амазоне. Алиэкспресс, блядь. На Амазоне купили заранее, потому что знаю, что такое стартер уже. И взяли его за $60. И сегодня зашли в Напа. В Напа стартер стоит $320. Разница совсем невелика. Может быть качественный там, а здесь некачественный, неизвестно. Ну проверим. Все, вот он стартер, не рабочий. Сейчас берем рабочий, идеальный просто, он новенький. Кстати, гаечку надо, вот это вот, видишь, я накрутил ее, чтобы закрутить там. Чем этот стартер не подошел? Он поржавел, наверное, ржавый. Видно, что его кто-то бил, долго бил, но не помогло. Так, это минус, это плюс. Не хочет он крутиться. Хотя неправильно замыкаю, но он не крутится. Сейчас несколько болтов и все будет готово. Все, ребят, стартер поменяли, еще не заводили. Я надеюсь, что он сейчас заведется. Вот сейчас Марат докручивает. Стартер поменянный. Крышку ставим. Едем дальше. Все, заводим машину. А ну, пробуем. Машина заработала. Не закрутили. Вроде бы все. Машина готова. Поехали. Я думаю, вы помните сгоревшую Toyota Camry, которая сильно сгоревшая, которую мы купили как донора какое-то время назад, чтобы взять оттуда двигатель и батарею. Сейчас двигатель и батарея инсталлированы в эту Camry, для которой мы купили. Кстати, достаточно хорошая машина получилась. Как раз она уже детейлена, я делаю финальный тест-драйв. Вот он, тот самый сгоревший мотор. Как видите, под капотом все чистенько, красивенько, вымыто. Этот мотор с небольшим пробегом, поэтому он будет служить долго и хорошо. Всех приветствую. Сегодня наконец-то дошла очередь до ремонта нашей Теслы под номером 2. Это вторая машина, которую мы купили. Первая до сих пор продолжает ремонтироваться, потому что мы ждем подрамник, который очень долго к нам едет. Но он все-таки приедет, и мы на ней будем выезжать скоро. А мы сегодня будем снимать батарею вот с этой машины. Я еще сделаю диагностику, но по предыдущей диагностике было видно, что один из модулей батареи ведет себя неадекватно. Либо BMB-шка там глючит, либо балансные провода отвалились. В общем, сейчас я еще раз подключу диагностику, еще раз проверю и, скорее всего, будем снимать батарею. Это у нас 13 год, перформанс-версия, заднемоторная, в таком вот состоянии. В принципе, мы ее купили, если честно, очень недорого, прям очень недорого. Поэтому тем интереснее будет ремонт. Подключили диагностику, машина сыпет ошибками. Вот видно по BMB overvoltage, undervoltage, и постоянно меняются показания. Вот здесь можно посмотреть. Один из модулей, вот этот 7, сходит с ума. Вот эта вот ячейка. Здесь 2,3 вольта, здесь 5 вольт. Потом все скачет. Сейчас поменяется через какое-то время. То здесь постоянно скачет вольтаж. Вот опять поменялся. Такое ощущение, либо BMB-шка сходит с ума, либо там балансные провода отвалились, либо, возможно, там затопило антифризом эту ячейку. И там все погнило, стало коротить и вот тоже сходить с ума. Поэтому все-таки будем снимать батарейку и смотреть, что именно вот там происходит с модулем номер 7. Посмотрим, что из этого получится. По сопротивлению изоляции с разомкнутыми контакторами 3600 кОм, то есть 3,6 мегаома. Но контактор оно не включает, потому что BMB-шка дуреет. Здесь тоже батарея прыгает то вот так, вот то вот так, вот то 2 милли, то 0. В общем, происходит какое-то легкое сумасшествие. И мы будем это лечить. Ну, во всяком случае, стараться. Батарейку мы сняли. Она уже на полу готова к ремонту. Для начала обязательно снимем предохранитель, самый главный, который находится здесь. Уже после этого начнем разбирать батарейку. Снимем пентхаус, начнем снимать крышки, чтобы добраться до 7-го модуля, с которым у нас, скорее всего, проблемы. В общем, процесс идет. Предохранитель снят. Теперь продолжаем разбирать дальше. Так, пентхаус снят. Вот наши верхние модули, которые в пентхаусе. 15 и 16. Теперь будем продолжать дальше снимать основную крышку.
сначала пока с левой стороны, вот здесь вот, потом перейду к следующей стороне. Но вот здесь по этой стороне я антифриза нигде не вижу, сухо. Это уже хороший знак, поэтому будем надеяться, что все-таки проблема либо в BMB-шках, либо в балансных проводах. Но еще рано делать выводы, сначала откроем ту сторону и посмотрим, что происходит там. Я открыл вторую часть батареи. Для этого пришлось открутить верхний модуль в пентхаусе, сдвинуть его и убрать эту планку, чтобы подвинуть шины, чтобы поднять крышку. Не сильно удобно, но что делать? Так, посмотрим, что у нас здесь. На предмет потопа. Сухо, 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 сухо. Так, здесь у нас батарейки с этой стороны тоже сухо. Это очень хорошо. Значит, все-таки, скорее всего, проблема либо с BMB-шкой, либо с балансными проводами. Сейчас найдем 7-й модуль и будем смотреть, что там с ним. Крышка полностью открыта. Сейчас буду откручивать шины, приподнимать модули, смотреть балансные провода с обратной стороны, так как с верхней стороны с балансными проводами проблем я не нашел. Я промерил все модули 22,9 вольта, кроме вот этого. Этот модуль у нас 23,1. Будем разбираться, что здесь не так. Смотрим, что у нас здесь с балансными проводами. Ага. Вот я и нашел причину наших ошибочек. Балансный провод отвалился. Это многое объясняет. Наши прогнозы были верны. Проверю теперь остальные. Этот держится, а вот этот у нас не держится. Включаем тепловые датчики и отключаем BMB-шку. BMB-шечка у нас выглядит хорошо, она целенькая, без всяких повреждений. Я заметил, что ячейки имеют определенный разбаланс, хочу их проверить. Первая ячейка 3,82, вторая 3,82, третья 3,94, третья ячейка выше, четвертая 3,94, пятая 3,83, шестая 3,82. Две ячейки у нас разбалансированы. Значит, придется отбалансировать этот модуль. Надеюсь, он просто разбалансировался из-за того, что балансный провод был отвален. И после того, как мы прикрепим балансный провод, отбалансируем, мы подкинем батарейку на машину, не собирая ее полностью, а просто подкинем, посмотрим на данные, все ли в порядке. Если все будет в порядке, тогда мы ее снимем, заклеим и уже финально поставим на машину. И будем смотреть, что у нас получится. А наша Соренто уезжает в Калифорнию к своему новому владельцу. Все, машина уезжает в Лос-Анджелес, Калифорния. Я надеюсь, что она будет очень хорошо работать для этого парня. Она ему очень понравится, эта машина. Мы ее полностью отремонтировали, сделали, поэтому пусть катается, получает удовольствие. Ну, в добрый путь. Всем доброе утро у нас на канале. У меня сегодня утренняя миссия. Мне нужно отвезти Ford Fusion красный на аукцион. О, как жарко здесь. Ну, поехали. Быстренько заскочил домой, а то сегодня рент-дэй, нужно платить рент за жилье. Такая вот жизнь, никуда не деться. А мы продолжаем наше движение. На Манхейм мне ехать чуть больше часа, поэтому дорога будет относительно не короткая. Там ребята уже наши привезли другую машину, мы там с ними встретимся. Чикаго остается слева, а мы продолжаем свой путь на Манхейм. Я уже практически на месте. Я проехал около 50 миль, это где-то 80 километров приблизительно. И что мне очень нравится в этой машине, так это ее расход. 52 мили на галлон. В пересчете в литры на километр примерно где-то 4,5 литра на 100 километров. Это очень прикольный результат. Так что 18 год, Ford Fusion гибрид, респект за расход. Мы уже на месте. Вот он, аукцион Манхейм. С левой стороны главный вход. А я еду на второй въезд, где уже машины мы загоняем на сам аукцион. А вот и Коля с Сашей. На Приусе. Hello, everybody. Здравствуйте, здравствуйте. Что будем делать? Загоняем. И загоняем, и выгоняем. Все вместе делаем. Опасные ребята здесь, конечно. А тут бесконечная загрузка, разгрузка автомобилей. Вечный движ. Сейчас будем отдавать машину.
чувак опустил сиденье для меня. Чтобы тебе было удобнее. Ну да, типа, видишь, что я устал. Мы сейчас пойдем возьмем номерок на машину получше. И машина поедет на сейл. Что, он кондишн репорт уже сделал сразу или не Кондишн один? репорт нет, приходят люди. отдельно Мы делают. сейчас пойдем возьмем номер на машину получше и кондишн репорт сделаем. Ну вот уже машина и на аукционе. Вот такой вот красивый форт у нас получился. Будем ждать удачных продаж. Сделаем дополнительные фото, чтобы можно было добавить. Мы это сделаем красивее. Здесь дела мы закончили, двигаемся дальше. Двигаемся! Дальше. Врать должны. У нас на Приусе сейчас поедем. Классные тачки, экономят бензина. Интересно, Приус вывезет лучше, чем ты сюда ехал? Можно сбросить и замерить, ради интереса. Ради интереса, я думаю, что будет так же самое. Да, Приус, я думаю, хавает чуть-чуть. Не, ну все-таки плюс поменьше, все-таки побольше, потяжелее. 50. А это 51,9 вообще идеально. Проехали 40 миль на Приусе. Ну, Приус, в принципе, победил на полгаллона на милю. Но Приус-то поменьше и не такой комфортный. Подожди, даже трое сидит. А ты Да, там один. ну, слушай. Это очень большая разница. 3 человека, я один Но за я ж не двоих. кушал сегодня. Ну окей, Приус-то победил, вопросов нет. Но все-таки не будем сравнивать Приус и комфортный, хороший автомобиль. Не, ну Приус для каких-то задач тоже хороший, вопросов Ну, тут нет. тоже надо посмотреть, 11-й год или 19-й год, знаешь, я прям сюда? 11-й или 19-й год, это тоже очень Я понял, короче, Саша топит за Приус. Да, топлю за плюс, потому что еще один купил. Всем привет! Сегодня у нас такой выпуск. Кто-то едет смотреть мотоцикл и решил наполировать свой шлем. Ну, примерно это выглядит вот так. Если кому-то надо, обращайтесь. Полировка шлема на месте. Полировка шлема, это слышно. Смотри, головой не стукнись. Полировка шлема. Скажите, как ваши ощущения? Когда вам полируют. Когда шлем полируют? Да. Приятно. Так вот, ребята, если хотите ездить на мотоцикле, не забывайте полировать шлем. Проклеим здесь этот провод и подпаяемся к этому балансному проводу, который на этой шине и висит на всей. В общем, в итоге решили восстановить вот таким вот способом. Здесь клемма на заклепке, и здесь, где проводок отвалился, мы просто подпаялись и проложили вот сюда. Потому что здесь делать заклепку чуть-чуть небезопасно, очень близко к батарейкам, к самим элементам. А здесь более безопасная зона. Вот так вот получилось. Какие у нас итоги по Tesla 85 Performance, на которой мы восстанавливали балансный провод на модуле. У нас машина в таком состоянии стоит, чтобы не занимать подъемник. Мы подкинули батарейку, просто снизу подкинули, открутили коннекторы и насунули на батарейку, чтобы просто проверить, как все работает. Была сброшена ошибка по БМС. Сейчас остается ограничение по максимальному заряду батареи. Разберемся, в чем дело. Но машина уже включает драйв, машина уже едет. То есть теперь я вытащу батарейку, она еще не собрана. Заклею крышку, соберу ее полностью, и мы подкинем ее на машину. Что у нас здесь происходит? Значит, из ошибок у нас сейчас здесь самое важное. Это имбаланс лимитинг. Ее нужно сбросить. И остальное все по мелочи. Ничего такого важного. Удалить куланта и так далее. Самое важное вот эта ошибка по BMB-шкам under voltage, over voltage и так далее. То есть сейчас балансный провод мы восстановили, и как бы эти ошибки ушли, но вот это имбаланс лимитинг осталось. Надо будет разобраться, что с ней не так, посмотреть еще на балансировку самого модуля, перепроверить, все ли там. Там разбег небольшой, всего лишь где-то 12 тысячных, то есть 1,2 получается сотых, то есть вроде как бы очень маленький, но эта ошибка не уходит. Наверное, нам нужно попробовать ее сбросить. А в остальном машина включается, машина у нас едет. То есть ремонт идет успешно на данный момент. Осталось закончить всякие мелочи, ручки починить, все это дело подсобрать. И потом скоро будем осуществлять первый выезд. И, кстати, Артем починил сегодня свою вторую BMW. Так что у него теперь 2 одинаковых BMW. А у нас есть 3 Tesla. И 4-я Tesla в пути к нам. Тоже красная перформанс. Ждем ее, не дождемся. Батарею я пока не собирал, просто накрыл ее, чтобы мусор с машины не сыпался. Но пока еще крышку не приклеивал. Крышка стоит вот здесь вот. И в таком виде я ее просто подкину под машину.
подключу коннектор и посмотрю, все ли в порядке у нас с этим модулем, как машина вообще увидит батарею, какие данные мы сможем видеть. В общем, проверю перед установкой, чтобы зря не делать дурную работу, как говорится. Батарея подготовлена к установке верхней крышки. Весь герметик почищен. Сейчас приклеим на герметик верхнюю крышку и будем подкидывать батарейку на машину. К сожалению, в данной локации у нас нет подходящего подъемника, поэтому мы используем чуть другой метод. Он выглядит, конечно, так необычно, но на самом деле достаточно удобно. Машина стоит на джеках, мы просто подкатываем батарейку, она стоит на долле, и двумя такими специальными тремя домкратами поднимаем ее вверх и прикручиваем. В принципе, даже одному человеку можно с этой задачей справиться. У батареи есть вот такие вот отверстия. Здесь используются направляющие. Мы используем обычные удлинители 1/2. Они идеально сюда подходят. Получается такая вот отличная направляющая, чтобы попасть ровно, четко на место, чтобы коннекторы везде стали равномерно. Батарейку мы подкинули на машину, проверили, все работает, все отлично. Сейчас мы обтянем болты по краям, потом загоним ее на подъемник и затянем все остальные болты и поставим кавер. Вот такие вот доли мы используем для батарейки. Для того, чтобы опустить и катать батарейку, в количестве 5 штук они, в принципе, справляются. По заверениям Home Depot, каждая из них выдерживает 450 килограмм. Я не знаю, правда это или нет, но, тем не менее, 450-килограммовую батарейку 5 доли спокойно выдерживают, и можно катать батарейку по полу в шабе одному человеку даже без проблем. Так что тоже рабочий метод. Вот такие вот у нас маленькие помощники. После того, как вы снимали батарею и куда-то уходил тосол, нужно обязательно тосол прокачать, иначе будет воздушная пробка и система не будет работать хорошо. Мы запустили специальное приложение, которое гоняет помпы и прокачивает тосол во всем автомобиле. Машина уже на подъемнике, прикручиваем все оставшиеся каверы, собираем все по низу. Прикольным ребятам, они занимаются продажей двигателей. Сейчас покажем, что там внутри, там очень интересно. И что мы тут делаем? Покупаем нового донора. Очень круто. Очень классно тут у ребят, много двигателей, все очень красиво разложено. Да, тут еще есть, видишь, морда с японских машин. Прям можно купить целую вот такую вот раз, сделать себе какой-то из них. Прям сразу с мордой, да? Там есть старый, Ариста есть, Toyota, который здесь даже есть. Все именно красивенько разложено, моторы чистенькие, прям приятно здесь находиться. Такой рай моторов небольшой. Так вот ребята моют моторы, на форклифте подвешен, такая вот специальное место, моечка такая, очень прикольно. Тут еще осталось закончить пару штрихов, но в общем машина уже практически готова. Брали все по низу машины, машина теперь полная исправность. Вот такой вот автомобильчик, правда еще не чистили пока, надо его отдетейлить, помыть, почистить, поэтому получилась вот такая вот Тесла. Деньги мы купили эту машину, но не буду вас расстраивать. Скорее всего, это из-за того, что ремонт батареи здесь может выполнить далеко не каждый шап, поэтому люди просто продают машину в таком виде, каком есть, потому что новая батарея стоит около 10 тысяч долларов. Но мы ее починили практически бесплатно. Вот такой вот получился автомобиль. Он еще отправится на мойку, на детейлинг, но в принципе хорошая, незатертая машина с отличным салоном, без повреждений. Красивый автомобиль. Если более 100 человек в комментариях задаст вопрос, за сколько мы купили эту Теслу, тогда я озвучу цену. Поверьте, вы будете удивлены.